чемпионата Москвы по фигурному катанию на коньках. Сегодня свой ритм танец представят танцы на льду мастера спорта. Представляем судейскую бригаду соревнований. Старший судья соревнований Юлия Андреева, Москва. Судья номер 1 Олег Овсянников, Москва. Судья номер 2 Мария Паскачей, Москва. Судья номер 3 Лолита Лапунская, Москва. Судья номер 4 Майра Абасова, Москва. Судья номер 5 Анастасия Горбачева, Москва. Судья номер 6 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 7 Дарья Альхамова, Москва. Технический контролер Алла Шаховцова, Москва. Технические специалисты Наталья Митюшина, Москва. Петр Дурнев, Москва. Разрешена разминка первой группы участников. На разминке находятся Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Московская академия фигурного катания на коньках. Таисия Янчевская, Дмитрий Щербаков, Московская академия фигурного катания на коньках. Анна Соколова, Артем Ступин, Московская академия фигурного катания на коньках. Здравствуйте, дорогие зрители! У нас начался третий чемпионат Москвы по фигурному катанию на коньках. Вчера уже был разыгран и первый, и второй комплект медалей. В парном катании победителями стали Анастасия Мухуртова и Дмитрий Евгеньев. Ну а в одиночном женском катании победу одержала Ксения Синицына. Сегодня же мы с вами смотрим ритм-танец. 7 пар будут участвовать в борьбе за лидерство, за звание чемпиона города. Также на этом турнире примут участие и действующие чемпионы Москвы Елизавета Пасечник, Дарья Черезана, и действующие серебряные призеры чемпионата Москвы Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Как раз таки с них сегодня и начнется выступление, они будут открывать этот турнир. Это всегда, конечно, очень тяжело, очень нервно, и мы прекрасно понимаем, какая большая ответственность лежит на ребятах. Не самый простой сезон у них удался, скажем честно, в прошлом году у них были серьезные проблемы, с которыми они боролись, справлялись. Пропустили финал Гран-при прошлого сезона из-за травмы ноги партнерши. Проблема с ногой была не из простых, и в январе этого года у спортсменки была операция даже на ногу. На лед спортсменка вышла только в июне. В своих соцсетях она очень трогательно благодарила и партнеры, и тренерский штаб за оказанную поддержку в этот очень сложный, непростой период. Но мы надеемся, что все хорошо, Лиза справилась со всеми своими проблемами и сейчас будет готова нам показывать свой максимум. Все-таки чемпионат Москвы – это такой первый старт серьезный сезона для мастеров именно в танцах на льду, потому что в остальных видах уже были турниры, где можно было себя проявить, обкатать. А для пар, которые не участвовали в контрольных прокатах, наверное, это одна из главных возможностей показать себя на соревновательном льду перед этапами Гран-при России. И, конечно, танцы на льду – это очень зрелищный вид спорта. Буквально сейчас носятся спортсмены по льду и создают такие достаточно даже опасные ситуации. Но это много раз уже оговаривалось, что, может быть, и меньше людей нужно на разминке пускать. Но здесь мы видим такую ситуацию, всего лишь 3 спортсмена. Вроде бы все безопасно, но такой высокий уровень мастерства и скорости, что приходится раскатывать и носиться, и не врезаться друг в друга. Также нужно отметить, что Навка-арена – это непростая арена для многих из выступающих здесь, потому что нестандартные размеры у этого катка,
Обычно спортсмен тренируется на ледовых аренах размером 30 на 60 метров, а здесь 26. То есть представьте, в контексте танцев на льду 4 метра, это, конечно, очень важно, когда у тебя каждый шаг выверен, каждое движение отточено, построено, каждое направление, каждый шаг у вас с партнером выверено, кто куда толкается, и тут, представляете, вот 4 метра в минус, то есть если в остальных видах это как-то, когда ты катаешься один, с этим справиться полегче, то в танцах на льду это имеет, ну, такой серьезный сбивающий фактор. Хочется, чтобы все поместились, ни у кого не случилось проблем, потому что вот действительно сейчас на 6-минутной разминке мы видим, что тяжело дается справляться с размерами арены, но как бы то ни было, современные реалии у нас такие, что большинство катков строятся по такой системе. Внимание участников, до конца разминки осталась 1 минута. Мы благодарим генерального партнера Федерации фигурного катания на коньках города Москвы, компанию А7 за поддержку и вклад в развитие фигурного катания в столице. Ну а мы продолжаем наблюдать за нашей 6-минутной разминкой. Также в этой разминке у нас выступят Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков. У них, наверное, можно сказать, чуть спокойнее прошла подготовка к этому сезону. Тренируются они в той же группе, что и Шичина Дрозд, у Ксении Рунацевой и Екатерины Волобуевой. Очень интересный тренерский штаб, всегда ищут какие-то такие программы, которые подчеркнут лучшие качества именно этого спортсмена. Всегда очень детально относятся к постановкам, каждой мелочи, от цвета ногтей, цвета губной помады, вот до каждого движения. Все должно быть выверено, выточено. Ксения Геннадьевна и Валерьевна небольшие перфекционистки и требовательны к себе и к своим спортсменам. И это, конечно, всегда дает очень хороший результат. Ну а что ж, у нас к выходу на лед готовятся Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Пожелаем им удачи. Для исполнения ритма танца на старт приглашаются Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Московская академия фигурного катания.
что замечательный прокат, поздравляем ребят, очень ярко открыли турнир, замечательно исполнена программа, никаких серьезных ошибок они не допустили, сделали все, что могли, это было ярко, это было зажигательно. И тем, кто еще не знает о правилах танцев на льду в этом сезоне, тема ритма танца у нас 90-е. Мне кажется, в этой музыкальной нарезке, в этой программе было вот все, что нужно. Полностью отразили стиль и все, что касается костюмов и музыкального сопровождения, и всех точек, каких-то фишек, находок. Все это в стиле, все это очень здорово. Одно удовольствие было от проката. Единственное, что, конечно, было видно, что сдерживаются на 6-разминке, катались на чуть большей скорости, поняли, что арена маленькая, можно ехать чуть-чуть поспокойнее. Дорожки шагов прям качественно старались выкатывать каждый шаг, как и в паттерн танце. Очень эффектная поддержка по дуге у нас была у ребят исполнена, с хорошим, красивым, ярким положением партнерши. Единственное, наверное, из таких малюсеньких недочетов, на которых даже не хочется акцентировать внимание, это немного разное положение на втором твизде свободной ноги, но если мы уже лезем в такие мелочи, то, значит, мы понимаем, насколько высокий уровень у этих спортсменов, что в целом придраться это больше им не к чему. Конечно же, Павел — это очень опытный партнер, далеко не первая партнерша у него Елизавета, у него есть и медали международных турниров, и на юниорском уровне серебро чемпионата мира, и на взрослом уровне, если брать внутренний старт, у него лучший результат был с Елизаветой Шинаевой, второе место чемпионата России. И как бы мы понимаем, что это опытный спортсмен, у которого, разумеется, уже уровень катания очень высокий. И Елизавета ему подстать, нету такого, что кто-то в паре ведущий, кто-то отстающий, прям видно, что это органичный, единый дуэт. Мне кажется, что в случае Павла это, наверное, та партнерша, вот, которой действительно стоило дождаться. Потому что было много поисков, много смены тренерских команд. И, мне кажется, именно в этом тренерском коллективе он раскрывается особенно. Как вот и в юниорском возрасте смогли там раскрыть правильно его талант, точно так же сейчас в мастерском, именно вот в этом сочетании, мне кажется, это очень достойное и уверенное выступление. И достаточно приличные уровни ребята получают за то, что они исполнили. Как бы и у технической бригады тоже особо вопросов к ним нету. Ну что, ждем оценки. Результаты сейчас должны быть очень хорошие. Ну что ж, у нас выступила первая пара и сразу пробивают 70 баллов. Поздравляем ребят с этим ярким выступлением. Ну а сейчас мы ожидаем на льду Таисию Линчевскую, Дмитрия Щербакова. На старт приглашается Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, Московская академия фигурного катания на коньках.
Отличный прокат. Знаете, нравится мне вот это импортозамещение в танцах на льду, в ритмических танцах, когда стараемся использовать нашу музыку, и получается так близко сердцу нашему, и интересно всегда смотреть на такие постановки. Это все равно пока что, как бы то ни было, для нас в новинку. Очаровательное просто музыкальное сопровождение выполнено для этой программы. И хочется отметить, как тонко это все обыграно, не в лоб, а прям именно качественно, стильно. То есть обыграны фразы песен в хореодорожке, к примеру, там «Дельфин и русалка» поется, она прыгает как дельфинчик в хореоподдержку такую интересную. Или обыгрывается фраза «Помню твои руки», и партнеры вот так сплетаются кистями ненадолго, чтобы сакцентировать на это внимание. Очень здорово это все вплетено в программу, при этом это никак не мешает и техническому качественному исполнению элементов. И в целом, все, что касается катания, очень все неплохо у ребят. По уровням дорожек, конечно, могло бы быть чуть-чуть и лучше, но это начало сезона, танцы на льду — такая история, что надо накатывать новые программы, нужно накатывать, улучшать взаимопонимание в паре, куда кто едет, куда кто толкается, и со временем к концу сезона эти уровни, конечно, будут увеличиваться. Ну а то, что касается работы самих ребят, очень хорошо, качественно все сделано. Партнерша просто статуэточка в этом костюме. Все подобрано в стиле 90-х, опять же таки хорошо исполнено. Вот как раз таки то, о чем я говорила на 6-минутной разминке, что каждый нюанс, этот желтый тюльпанчик в голове подобран так, чтобы отражать, вот полностью погрузить нас в эту программу, отразить все настроение, которое задумывалось. А что касается остальных элементов, хорошая дорожка шагов была в плане танцевальности, там было интересное взаимодействие, друг с другом не просто выполняли шаги, а прям танцевали. Также поддержка, очень радостно, что была не вращательная, как часто используют в ритм-танце, потому что, ну, так привычнее, а поддержка по прямой. Алексей Винчевская, Дмитрий Щербаков за ритм-танец набирают 65,90 балла. На данный момент это второе место. 65 баллов, очень хороший, уверенный результат. И сейчас мы на льду ожидаем На старт Анну Соколову, Артема Ступина. Артема Ступина, Московская академия фигурного катания на коньках.
Ну что, я думаю, ребята справились с задачей, поставленной в тренерской командой. Выдался, пускай не самый звенящий прокат, потому что а, паршел, который у них стоит первым элементом Pattern Step, был выполнен не очень уверенно. Особенно вопросы вызвала скобка назад. Вообще она в этом сезоне обязательный шаг. А в целом танцоры не очень любят скобы назад. Чаще они используют внутренние скобы вперед. А в этом сезоне вот так вот сказали, что давайте-ка учить делать все скобы, поэтому скобочку назад нужно выделывать. И ее как раз таки исполнял партнер. Можно на выбор либо партнер, либо партнерша. И вот у него с этой скобкой действительно были вопросы. И у технической бригады тоже по паттер-танцу были много вопросов, и уровень они получат, конечно, не самый лучший. Также очень близко исполнили первый твизл на отличной скорости, но как раз-таки это супер маленькое расстояние не дало удержать уровень партнерши на втором твизле, потому что было видно, что чуть-чуть она уже испугалась, что прям так хорошо сделали, и пришлось ей немножко там покачаться. Из-за этого потерялся еще один уровень на твизлах. Дорожка шагов была неплохо исполнена, правда, скорости прям перед ней очень сильно не хватило. Подъехали и немножко прям притормозили. Вращательная поддержка была исполнена здорово, и вообще мне очень нравится, каким путем идет тренерская команда. Ребята работают в правильном направлении, совсем молодой тренерский штаб, постепенно, наверное, вводит свои пары на высокий уровень. Сергей Мозгов, Юлия Тульцева, Кристина Кример как раз сидит с ребятами в зоне Кисен-края. На юниорском конкурсе Москвы пара, вошедшая в топ, заняв третье место, так же как и пара, оставшаяся в шаге от пьедестала, тренируется в группе Сергея Мозгова. У каждой пары есть свой стиль, свое лицо, а самое главное, у их тренеров горят глаза, и им есть что сказать в этом виде спорта, и они очень грамотно реализуют это через своих спортсменов. 2 года вместе катаются ребята, в прошлом сезоне удалось им на турнирах защитить звание мастера спорта, и вот сейчас стараются максимально справиться с тем, что дает им их тренер, что он от них требует. И мне кажется, они в целом справляются. Особенно для начала сезона. Напомню, что это первый такой важный старт в мастерах в танцах на льду. Они для начала сезона очень даже неплохо проехали. Никаких серьезных прям срывов не было. А наоборот, мне кажется, тот срыв, который произошел на твизлах, был как раз таки наоборот из-за слишком хорошей попытки. И просто сами были немножко не готовы к тому, что так близко друг к другу окажутся. Еще и на такой скорости. Достаточно долго считают оценки, и видно, что возникают вопросы. Действительно, задали несколько задач для судейской бригады спортсмены. Возможно, в хореодорожке был недоезд по расстоянию до длинного борта нужно доехать или до короткого, смотря с какого ты начинаешь. И, возможно, этот нюанс тоже сейчас учтут, и будет небольшое понижение. Также у них передержана поддержка, также не получится это балл дедакшена. Но в целом, я думаю, баллы для них неплохие. Анна Соколова, Артем Ступин за ритм танец набирают 51,22 балла. На данный момент это третье место. 51,1 это в целом очень даже достойный результат. И для первого старта очень хорошо. Но у нас на льду уже стремительно вырывается в бой вторая разминка участников. Здесь у нас будет выступать 4 пары. На разминке находятся Агата Монаширова, Алексей Танеев, Московская академия фигурного катания на коньках.
что ж, это очень интересная разминка нас сейчас ожидает, потому что кого-то мы уже видели в этом сезоне на контрольных прокатах, кого-то мы как раз таки давно не видели из-за, к сожалению, очень неприятных травм. Кого-то мы запомнили по очень яркому катанию на юниорском уровне. Прошлый сезон был притирочный. И в целом, конечно, это достаточно интересная разминка. Открывать ее будут Агата Манаширова, Алексей Томеев. Они катаются буквально всего ничего в паре, всего несколько месяцев, потому что свое межсезонье Агата начинала с другим партнером, начались сборы, у них подготовительный процесс, но, к сожалению, пара распалась, и в срочном порядке Агате пришлось искать партнера, и в том числе менять тренерский штаб, и теперь эта пара тренируется в группе Масленко Елены Станиславны. Это, конечно, новая для Агаты техника будет и новый подход к работе. И прекрасно понимаем, что сейчас мы не ждем от них каких-то серьезных прорывов, а уверенного, спокойного катания и просто того, что они прикатались, поняли друг друга, почувствовали и все. Федерация фигурного катания на коньках города Москвы благодарит генерального партнера компанию А7. А7 – это команда профессионалов, которая открывает путь к новым спортивным победам. А7 – ваш надежный партнер на пути к вершинам мастерства. Далее в разминке будут выступать Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов. По этой паре, я думаю, многие успели уже соскучиться и успеть задать себе вопросы, где они, а почему мы их так давно не видели. Зрители, которые не так пристально следят за танцем на льду, все равно могут вспомнить эту пару по яркому выступлению на турнире «Русский вызов», когда еще Сергей Безруков отметил их совершенно выдающийся номер про свадьбу. Ну а зрители, которые танцы на льду смотрят часто, знают этих ребят очень хорошо по их самобытным эмоциональным программам. Они всегда очень запоминающиеся и проносятся просто каким-то вихром эмоций, и ты, хочешь не хочешь, начинаешь пританцовывать и пытаться поддержать этих ребят. К сожалению, в прошлый сезон остался у них недосказанный. Травма, мучившая Варвару еще с межсезонья во время этапов Гран-при, Россия обострилась, и было принято решение сняться с чемпионата России прошлого года. В итоге спортсменка перенесла операцию на ноге и уже не форсируя подготовку, готовилась к этому сезону. Да, к сожалению, вот мы видим, что столько травм у нас бывает в танцах на льду, хотя, казалось бы, нету там каких-то серьезных прыжковых нагрузок, но мы прекрасно понимаем, когда очень высокий уровень спортсмена в танцах на льду решает каждый нюанс, каждая деталь. И если хоть что-то недоделано, хоть что-то недосказано, то сразу ты проигрываешь всем соперникам. И поэтому количество повторений, оно увеличивается просто до бесконечного. И каждое движение оттачивается безумное количество раз. Именно этим танцы сложны. И поэтому возникают вот такие неприятные моменты. Далее у нас разминки ожидают Елизавета Пасечник, Дарио Черезана. Их выступление мы уже видели на прокатах. Очень яркое, уверенное. Говорить про Дарио не приходится. Мы его все знаем и любим. И про эту пару уже много сказано. И замыкать эту разминку будет Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов. Прошлый сезон у них был первый для них на мастерском уровне. До этого они выиграли первенство России среди юниоров, вышли в мастера и спокойненько прикатываются, стараются показать и проявить себя на взрослом уровне, заработать свое место под солнцем и место в той самой пресловутой очереди. Ну что ж, у нас разминка закончена. Мы видели, как спортсмены просто на сумасшедших опять скоростях носились. Действительно, маленькой арены не хватает на 4 пары, но что поделать? Приходится кататься на более форсированных глубоких дугах. Для исполнения ритма танца на старт приглашается Агата Манаширова, Алексей Томеев, Московская академия фигурного катания на коньках. Представляющая группу. Елена Станиславовна Масленко открывает эту разминку и пожелаем им хорошо, уверенно выступить, не допуская серьезных ошибок.
что можно считать, что справились они с поставленной задачей, прям явных таких больших ошибок не было, но, конечно, есть моменты, за которые глаз цепляется, и которых не сказать достаточно сложно. Самое главное, мы должны понимать, что мы делаем скидку на то, что это совершенно новый дуэт в мастерах. Скататься быстро, всего там за пару месяцев, это нереально, это невозможно, мы должны это понимать, и, конечно, из-за этого появляются некоторые такие ошибки, которых не хотелось бы ожидать. Вот то, что произошло с Твизлом, очень сильно мы там наворотили, и Агата раньше отпустила ногу, и чуть не врезались на них. Первый Твизл разошлись, потому что я знаю, что в целом прилично сделали, тренировку они с ними справляются, но просто еще очень мало совместного опыта выступлений, и какие-то моменты, вот тут даже тоже всплывающий фактор, более маленькая арена, если более опытная пара может с этим справиться, то им, к примеру, будет куда сложнее, потому что они еще не знают, как правильно подстраиваться друг под друга, еще не чувствуют до конца. Дорожка шагов тоже вызывает очень много вопросов у технической бригады. Это нормально, потому что как раз-таки вот эта скатанность, она дает возможность выкатывать, выделывать шаги, а когда ты еще не уверен в партнере, что ты еще не знаешь до конца, чуть-чуть сдерживаешься и делаешь немножко не то, что хотелось бы. По поддержке очень неплохая поддержка, немножко тяжеловато это уход, но это опять же таки все к одному, просто пока что нет совпадения по темпу, но пара очень интересная, и ребята работать, улучшаться, и мне кажется, то есть такие высокие, статные спортсмены добавят скорости, добавят скатанности, и будет супер. А пока что это очень неплохой старт. Для Агаты это первый взрослый чемпионат Москвы, для Алексея это уже второй чемпионат Москвы. В прошлом году он занял 7-е место. Посмотрим, получится ли в этом сезоне у него как-то улучшить результат уже с другой партнершей. Ну а пока что ждем балла. Действительно, на Твизлах так наворотили, что вызвали очень серьезную дискуссию. Действительно много вопросов вызвал прокат, и по хореографическим элементам есть вопросы, и по техническим дорожкам, но, конечно, лучше все эти моменты узнать в начале сезона, увидеть распечатки, что где не так, чтобы потом суметь разобраться, суметь это уже главным стартом сезона исправить
выкатать, изменить какие-то моменты, может быть, в программе, сделать более явными, более четкими, чтобы таких вопросов не возникало, не было вот таких спорных моментов, потому что действительно долго считают оценки, очень долго. Много споров вызывает прокат. Конечно, нужно исполнять все так, чтобы ни у кого никаких, ни малейших вопросов не возникало. $45,19 видим 2 балла снижения за illegal элемент, лишний, которого не должно быть в программе. Вот как раз таки то, о чем я говорила, что нужно будет по ходу сезона разобраться и что-то немножко поменять, чтобы не получать такие дурацкие дедакшн. Ну а сейчас на ряд выходит Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов. Очень долго они готовились сейчас к выходу, ждали, пока поставят оценки, но была возможность лишняя раскататься, почувствовать себя на льду. Желаем им хорошего проката.
Ну что, можно считать уже пока удавшимся, как минимум из-за того, что на растанцовке перед дорожкой шагов эта немногочисленная публика на Авто-арене просто растаяла, начали поддерживать и хлопать такт, и прикрикивать, поддерживать ребят. Очень здорово по эмоциям, очень здорово по энергетике. Они всегда очень живые, резвые, то есть в них вот чувствуется жизнь в этой паре. Они не просто исполняют движения, они в полную выкладываются в каждое движение, что им поставлено, и при том, что вот какие-то движения есть такие, которые вот на ком-то другом совершенно не смотрелись бы, но на этих ребятах выглядят так органично и так их украшают. Ну и, конечно, кому катать Казанову, как не Тимуру, это, мне кажется, полностью его музыка, его образ и много интересных находок по всей программе. Немножко сегодня была небольшая неуверенность в ногах у партнера в дорожке, но ничего, это простительно для первого старта. Очень интересная находка, выход из твизлов сразу в хореографическую дорожку, то есть твизлы направлены так вдоль арены к длинному борту, и сразу от длинного борта выход из твизлов, быстренькая танцовка, и пошли в хореодорогу. Интересная такая находка, не часто такое мы можем увидеть, и это вот тоже важно найти даже в самых простых базовых элементах то, что вас будет отличать, даже вот на таком уровне, как построение рисунка. Немножко расстанем в твизлах можно поближе, потому что, опять же таки, это уже те спортсмены, которым мы как бы применяем самые высокие требования, мы ждем от них только лучших прокатов, лучших результатов, потому что эту пару любят все, знают, она уже выступала на высоком уровне. В сезоне 24-25 на четвертом этапе Гран-при России становились четвертые. Наверное, на этапах это один из лучших результатов. Также они становились четвертые также в Москве, но еще год назад. На других этапах им так сильно не везло. На чемпионате России позапрошлого года они были 8-е, что в целом очень хороший результат. Ну, это я уже говорила, что в прошлом сезоне, к сожалению, с чемпионатом России пришлось повременить из-за травмы. Но ничего, мне кажется, в этот сезон они вошли очень уверенно. Остается только надеяться, что все вот эти какие-то шероховатости, нюансы, они останутся в прошлом. Разумеется, есть сейчас небольшая неуверенность из-за того, что давно не выступали, а все ли хорошо после травмы. Но самое главное, что вот они вышли, откатали на хорошей скорости, с шикарным драйвом, с полной самоотдачей. И вот, как у зрителя у меня нет ни малейшего вопроса. Пусть остальные вопросы решает техническая бригада и судьи. Для меня, как для зрителя, и для всех, кто сидел на трибунах, это было яркое, запоминающееся выступление, которое мы с радостью пересмотрели бы снова. Будем надеяться, что такой долгой дискуссии, как на прошлой паре, мы уже не увидим сегодня, потому что все-таки, конечно, спортсменам тяжело так долго готовиться к старту. Это такая палка о двух концах, вроде бы ты и можешь раскататься, но как бы то ни было, ты все равно выходишь в каких-то определенных рамках, ты знаешь, что у тебя есть определенное время, ты этот настрой держишь, и, к сожалению, бывает так, что можно
перегореть. Случаются такие моменты, когда слишком долго раскатываешься, слишком долго ждешь оценки, можно немножко потерять свой вот этот боевой настрой. Но, как я вижу, с боевым настроем все замечательно у пары, которая следующая выйдет на лед, Елизавета Пасечник, Дарио Черезану. Ездят и просто, своим светом заполняют всю арену. Совершенно лучезарные спортсмены. Ну а пока что вернемся к баллам Варвары Ждановой, Тимура Бабаева, Смирнова. 70 баллов 14 сотых, вторые 70 баллов уже за сегодня, и мы видим, что первая тройка на данный момент это полностью все выпускники группы Ксении Румянцевой. Какая качественная и хорошая работа проведена, что вот такие хорошие результаты на взрослом уровне. Ну а теперь на лед нас приглашаются Елизавета Пасечник, Дарио Черезана. Их ритм танец мы уже видели, яркий, зажигательный, как и сами ребята. Кричат молодцы на трибунах, конечно, таким вихрем пронеслись ребята просто сегодня. И такое совершенно досадное и неожиданное падение с последнего переворота. Мне кажется, Лиза сама в шоке с того, что произошло. Такой прокат. Просто вот так подпорчено впечатление, совершенно непонятно, из-за чего это случилось. Как будто бы
просто немножко уже обрадовались, что доехали и справились на отлично. Что хочется сказать по прокату. Очень мне нравится у этой пары то, что у них есть вязкое, размашистое катание, которое они умудряются соединять с резкой, такой акцентированной хореографией в руках. То есть у них верх и ноги работают, каждая часть автономной. Они, если делают движение, они могут разделять, мягко катить, но при этом резко отрабатывать и корпусом, и головой, да делать акценты. Супер близко пошли на твизлы, и вообще очень сложные твизлы у ребят с вот этими движениями круговыми рук, потому что это очень сильно влияет на баланс и на корпус, и сделать эти твизлы еще параллельно и на большой скорости — это достаточно сложная задача. Ну и почти они справились. Немножко там у Лизы на втором твизле можно найти какие-то там остановки, но в целом эти твизлы, наверное, самые сложные на сегодня из всех исполненных. И как бы этот риск оправдан, потому что выглядят они очень эффектно и должны получать хорошие плюсы за это. Паттерн степ тоже исполнен хорошо, ярко, на скорости. Дорожка шагов исполнена тоже замечательно. Видно, как ребята прям кайфовали на элементах. Единственное, что вот на параллельной дорожке шагов, даже здесь на повторах мы видим, немножко не хватает вот этой параллельности. В каких-то уже прям нюансах, чтобы это было прям уже совсем идеально. Поддержка после дорожки у нас была выполнена совершенно классно, легко, задорно, с хорошими положениями акцентированными. Далее у нас как раз-таки был вот этот хорео-элемент, хорео-дорога, с ней тоже проблем особых не было, но вот это вот падение в конце просто выбило, если честно, и меня из себя, и ребят, и зрителей, потому что такой классный прокат, ну, никак не ожидалось увидеть в самом последнем движении Лизу, лежащую на спине. Хотя там действительно, там такой тонкий момент, она как бы и должна остаться внизу на колене на выпаде, просто в этот раз не удалось поймать баланс, и вот случилась вот такая небольшая беда. Но между тем, конечно, мы понимаем, что это совершенно другая лига. Это вот те пары, которые хотелось бы видеть нам на международной арене в борьбе уже за какие-то серьезные медали. Но немножко расстроены ребята, понятное дело. Такая досадная ошибка. Это очень обидно, очень обидно. Конечно, это первое место на данный момент, даже несмотря на падение, потому что, во-первых, падение было выполнено не на элементе, это раз, а два, все остальные элементы были выполнены на таком хорошем уровне, что в целом отрыв у ребят был заранее уже понятен. Ну а теперь у нас заключительная пара: Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов. Удачи!
Ну что, эффектное закрытие турнира в ритм танцы. Э, Прекрасное выступление. Пара Елены Кустеровой и Светланы Алексеевой выступили очень эффектно. Особенно мне понравилась концовка. Да, пока что какие-то, может быть, фишечки, находки и перекидки еще не в той звенящей форме, которой хотелось бы их видеть, но в целом и сама программа, и тот драйв от программы, который ребята ощущают, то есть вот у меня периодически создавалось впечатление, что это Иван тут сам исполняет эти нетленные хиты Бон Джови, потому что так выкладываются, так хорошо чувствуют музыку и так хорошо чувствуют эту постановку, очень идет им эта программа. Классная, раскатистая вот эта поддержка, длинная дуга, хорошие динамичные входы. Вот это очень интересный вход в паттерн танец. Вход должен начинаться с таких троечек, пивотов, и выход из паттерн танца обязательно нужно тоже делать такой двукратной тройкой. И там у ребят тоже припасена своя находочка, то есть вот мы как раз можем ее видеть. Какие-то, может быть, и есть шероховатости пока что, но в целом именно вот в креативе точно они сегодня не уступают и в целом справились с программой очень неплохо. Твизлы были исполнены уверенно на хорошей скорости, и весь прокат вот чувствовалось, что держит настроение, не выпадают из образа, не выпадают из танца, и, мне кажется, должны сейчас выходить на достаточно серьезные позиции. Потому что в целом и у технической этой бригады, и у судейской немного к ребятам вопросов, потому что выложились, сделали все четко, как раз таки без каких-либо вопросиков самим к себе, то есть все четко, все уверенно, не болтаясь нигде. Очень хорошо, хорошее выступление. Напомню, что в сезоне 2023-2024 они выиграли первенство России. В прошлом году на этапах Гран-при России занимали 6-е места. Ну и на финале Кубка России тоже стали 6-ми. Вот такое вот у них везение на это место. Ну а на самом чемпионате России у них было 11 место. Буквально чуть не хватило, чтобы попасть в топ-10. Но ребята, мне кажется, очень неплохо спрогрессировали с прошлого сезона. При том, что учитывая, что у партнера была травма в межсезонье, были сложности в подготовке, была пропущена такая значительная часть подготовительного процесса, но я знаю, какие огромные трудяги эти ребята, как они сильно стараются, любят свое дело, и вот даже несмотря на все сложности смогли выйти в такой хорошей форме уже на первый свой турнир в этом сезоне. Всем привет, всем привет, всем спасибо, всем нашим. Менее балла уступают лидерам. Второе место, замечательное выступление и окончание ритмического танца. Спасибо всем спортсменам за их невероятные выступления. А нас впереди ждет еще выступление в мужском одиночном катании.
мужчины. Прошлым чемпионом Москвы в прошлом году был Егор Рухин, он также примет участие и в этом чемпионате. Вообще, в целом, много ребят, которые принимали в прошлом сезоне участие в этом чемпионате, вернулись в этом, уже чуть более повзрослевшими и с новыми контентами. И на самом деле будет очень интересный турнир, интересный состав, немножко такой разношерстный, и мы увидим очень опытных спортсменов, которых мы любим, давно знаем, и совсем молодых ребят, которые только пробуют себя на взрослом уровне. Есть за кем посмотреть, есть за кого поболеть, и в этой разминке в том числе ребята из Ультра-Си будут, и те, кто будет рассчитывать на чистое исполнение тройных. Каждый на этом турнире решает свою задачу. Для кого-то это возможность получить разряд, для кого-то это возможность подтвердить на разряд, набрав технический минимум. Кто-то просто выступает здесь для того, чтобы набраться уверенности перед серьезным стартом и обкатать свои новые программы уже перед этапами Гран-при России. Для кого-то это возможность как раз-таки попасть на эти этапы. Мы видели некоторых участников уже и на контрольных прокатах, и увидим их сегодня вновь. Посмотрим, насколько сильно изменились, улучшились или ухудшились какие-то аспекты у них в программах, постановках. Маленькая арена, напоминаю, 26 метров всего вместо 30. И, слава богу, это разминки на всего 5 спортсменов. Ребятам не приходится бороться за место под солнцем. Можно спокойно все разминать и выделывать. Достаточно динамично началась 6-минутная разминка. Много распрыгиваются. И очень динамично все здесь происходит на льду. Очень много попыток, очень много пытаются проверить каких-то подготовительных пока что движений. Пока что мы не видим еще исполнения Ультра-Си. Вот как раз вот первые попыточки уже пошли. В первой разминке нас ожидает выступление Никиты Сенцова. Есть у него в арсенале четверной тулуп и тройной аксель. Уже выступал в этом сезоне. Посмотрим, справится ли он со своим контентом. Потому что бывают иногда у него вопросы, но в целом спортсмен очень интересный. Роман Савосин. Его мы прекрасно знаем и очень сильно любим. По его контенту никаких вопросов, конечно, не возникает. Мы знаем, что у него есть хорошие четверные тулупы, сальковые, и если он с ними справляется, то никаких вопросов относительно его катания нет, потому что катается этот спортсмен очень уверенно, с хорошей второй оценкой, он очень компонентный фигурист, и была у него достаточно такая ситуация не так давно, немножко испытывал трудности в таком, можно сказать, он как феникс возродился и начал выдавать то катание, которое от него заждали долгое время, тот уровень, до которого он не мог вернуться там спустя какой-то период своей карьеры. Выпадал, вернулся, и вот сейчас показывает хорошее, классное катание. Также в этой разминке выступит Илья Малянов. Первый старт у него на взрослом уровне. Будут пытаться как раз-таки, скорее всего, чисто откатать и выполнить чистый контент, без каких-то серьезных Ультра-Си, хотя как бы в заявке стоит четверной тулуп. Посмотрим, рискнут, пойдут ли на него, или же будут пытаться играть именно чистотой. Также в этой разминке нас ожидает выступление Артема Ковалева. Этого спортсмена мы тоже давно хорошо знаем, то есть как бы любим, знаем, за что его любить, за его размашистое широкое катание. Есть некоторые проблемы со стабильностью у него, но в новый сезон надеемся, что он вступает с более уверенным в себе, потому что на самом деле уровень нашего мужского одиночного катания за последние годы очень сильно вырос, и мальчишки стали кататься куда стабильнее, чем это было ранее. И хочется верить, что постоянная вот эта вот серьезная конкуренция и уверенность в себе должна их подстегивать, наращивать это количество чистых, качественных прокатов. До конца разминки остается всего 1 минута. Все как бы ключевые элементы уже проверены. Остается просто немножко почувствовать лед, раскататься. Ну, а закрывать эту разминку будет Никита Сарновский. Тоже молодой, очень интересный фигурист, талантливый мальчишка, тоже с Ультра-Си в арсенале.
И сегодня как раз-таки у него заявлено 2 четверных. Посмотрим, получится ли их реализовать. То есть мы видим, что уже с первой разминки очень серьезные контенты. И на самом деле и в произвольной программе нас ждет такая настоящая борьба. Мы видим, насколько сильно вырос уровень России мужского одиночного, что начиная там с первой разминки мы сейчас получаем почти у каждого участника четверные прыжки. Другой вопрос, насколько получится их реализовать чисто и качественно, это уже все решит прокат. Мы видим, как Артем Ковалев до последнего просто бьется, уже объявили окончание разминки, он все равно заходит и в последнюю минуту приземляет свой прыжок. Молодец. Но у нас на лед сейчас выйдет Никита Сенцов. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Никита Сенцов, Московская академия фигурного катания на коньках. Всегда волнительно открывать турнир, и пожелаем Никите, чтобы все у него хорошо получилось. Ну что, без прям серьезных ошибок обошелся спортсмен, но, конечно, приземление из первых двух прыжков оставляют желать лучшего. Поменял местами относительно своей стартовой заявки тройной аксель с четверным тулупом. Первым был четверной тулуп, немножко, как мне показалось, зажался на заходе, и вот мы видим это неудачное приземление. Две ноги, троечкой потом. И также вот такая же история и с тройным акселем. То есть есть пока что неуверенность в исполнении этих элементов, хотя на аксель пошел достаточно уверенно. Неплохо исполненное вращение со сменой ноги, 4-й уровень и на неплохой скорости. Далее у него был каскад луц-ту-луп 3-3.
Там, мне кажется, особых вопросов не должно возникнуть. Было исполнено хорошо, уверенно, а что самое главное, еще вдобавок ко всему и музыкально, за что он и получил в целом судейские надбавки. Также из хороших моментов, наверное, хочется отметить вращение в кольце боковом, 8 оборотов этой сложной позиции на в целом неплохой скорости. Спортсмен держал, справился с этим элементом. Но дальше, как будто бы перед дорожкой шагов, покинули его силы, и немножко он уже к этой дорожке шагов подкрадывался. То есть первые шаги, они были очень неуверенные, хотя к концу дорожки уже раскатался и поехал чуть спокойнее, видимо, понимая, что уже конец проката, и в целом переживать нечего, нужно уже доделывать свою работу. И закончилось все у нас вращением. Вращение последнее, честно скажу, тоже было исполнено не на самом лучшем уровне, то есть, конечно, хотелось бы добавить чуть больше и скорости, и дотянутости в позициях, но между тем, понятное дело, что это сложное вращение со сменой ребра, с вот такой вот сменой через прыжок, и вот, конечно, то, что это было прямо перед судейской бригадой, и немножко уже не музыкально, это было конец музыки, вот здесь как будто уже была потеря баланса, это сыграло роль. Конечно, хочется, чтобы программа заканчивалась на какой-то прям яркой ноте и не вызывала никаких сомнений. Находят недокруты у спортсмена и в акселе, и в тулупе, что и логично. Неплохие баллы в целом для такого выступления. Вот не было бы недокрутов и более уверенное приземление, конечно, было бы совершенно другое впечатление от этого проката. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Роман Савосин. А теперь Роман Савосин представит нам свою короткую программу. Тренируется у Алексея Четверухина. И, надеюсь, порадует нас своим прокатом.
Ну что, как вздохнул Роман в начале программы, как в конце выдохнул, вот на этом одном дыхании он и проехал этот прокат. И да, несмотря на небольшую ошибку на акселе, коснулся рукой на приземление, было видно, что был сконцентрирован полностью на этом прокате, очень отдавался музыке. По мне, очень неплохо проработали межсезонье над пластичностью спортсмена, над раскатистостью скольжения. То есть прям видно, что он катит, он едет эту программу, даже несмотря там на маленькую арену, на 14 альфов, вот он прям проносился мимо, набирая просто сумасшедшую скорость. И выезды из четверного тулупа с тройным тулупом просто не вызывают никаких вопросов. Идеально, на выкат, на скорости. 14 альфов просто отлично исполнены. Хорошие вращения, дотянутые, все позиции додержанные, максимальная скорость, все хорошо проработано с хореографией в руках, все, каждое движение выверено. Вот как раз эта обидная досадная ошибка на акселе, там, скорее всего, будет у нас недокрут. Но, мне кажется, для начала сезона это отличное выступление, хорошая форма, и короткая программа это определенно ему идет. Он очень хорошо ее чувствует, и вот прям цепляет взгляд то, как он ее исполняет, пронзительно, вдохновенно. И вот действительно на одном дыхании. Вот он дышит, как катается, и катается, как дышит. Все едино. Нет такого, что он отдельно готовится к прыжку, мы видим подготовку, потом мы видим выезд. Все идет в едином потоке. И это, конечно, всегда очень ценится судьями, и в компонентах это должно отразиться. Ну, конечно, на данный момент это первое место, 87 баллов, отличный результат за такой прокат. Подправить аксель, касаться рукой, и все будет замечательно. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Илья Малянов, Московская академия фигурного катания на коньках.
Хорошее выступление Ильи Малянова. Да, действительно, была серьезная ошибка на падение с четверного прыжка, но бывает, такое случается. Вот мы видим как раз таки на повторе этот Сальхов. Молодец, что пошел, заявки стоял изначально тулуп. Видимо, пробуют новый контент. Тройной аксель был выполнен отлично. Вращения были исполнены плохо, наверное, за исключением последнего, это можно было посмотреть по уровням внимательней. Дорожку шагов хорошо выделывал корпусом, старался прям именно телом, руками, ногами отрабатывал хорошо, но, как по мне, немножко не хватило, во-первых, эмоциональной включенности спортсмена, а во-вторых, хотелось бы чуть-чуть качественнее выделывать все сложные повороты, потому что в конце программы было видно, что уже не хватает сил и концентрации на то, чтобы именно выкатать эту дорожку, не просто проехать, то есть именно то, что все, что касалось хореографии, было сделано хорошо, но опорной ногой работы была, к сожалению, недостаточно. Такая достаточно интересная обработка известного трека по PMP под Powerhouse, и такая интересная работа с костюмом, с трансформацией костюма, с этой красной перчаткой. Сразу у меня такие отсылки к Андрею Мазалёва, тоже с его вот этой рукой, которая его вела. В общем, программа интересная, и если ее накатать в должной мере, если ее выкатать чисто и эмоционально еще в нее включиться, то, конечно, и уровень компонентов сразу подрастет, и восприятие в целом будет совершенно другое. Также, наверное, будет недокрут на Сальхова. Вызывает он вопросы у технической бригады, ставили его на пересмотр. Но неплохой старт сезона. В целом, я думаю, ничего прям критически страшного не произошло. Все-таки первый старт на взрослом уровне и достаточно уверенное катание, если не брать только элемент Ультра Си. Вместо четверного тройной 75. 67 баллов в целом, ну, нормальный результат, и как бы видно, что тренерский штаб ждал лучшего, но имеем, что имеем. Берем это как отчетную точку для следующих свершений. Школа фигурного катания Александра Волкова. Артем Ковалев на льду. До последнего мы видели, разминался на 6-минутной разминке, готовился. Видно, что есть какие-то моменты, которые нужно еще раз проработать. Есть неуверенность, об этом поговорим после проката. Ну а сейчас будем надеяться, что у него все получится. Drink champagne with kings and queens, politicians praise my name. When I stop and see you here, I remember who all this was
Ну что, здорово. Спасибо Артему за такое исполнение, за прекрасный прокат. Немножко там попытался упасть в самом конце, но ничего. Уже на поклоне. В прокате вообще никаких вопросов не было. Шикарный каскад, 14 альфа, второй тулуп без вопросов. 14 тулуп выехал, просто впечатал его. Возможно, из прям таких недостатков, если придираться, можно сказать, что пока что тяжеловатые вращения. Вот хотелось бы их чуть поактивнее, более такие легкие дотянутые позиции. Но все, что касается прыжковой части, никаких вопросов. И на самом деле мне очень радостно за Артема, потому что он был вынужден пропустить сезон 2023-2024 из-за очень серьезной травмы ноги, перенес операцию, прошел реабилитацию и в сезоне 2024-2025 вернулся к соревнованиям, выступив как раз на чемпионате Москвы и сразу занял 3-е место. Мне кажется, это был неплохой старт после травмы, и в целом прошлый сезон он признавался сам, что есть некоторые проблемы и некоторые эмоциональные, психологические моменты, которые вызывают некоторый ступор перед четверными, перед сложными элементами. Но сейчас мы видим, что никаких проблем уже нет, и если Артем действительно справился с этим всем, хочется его с этим поздравить, что он преодолел, и никакого страха ему не надо. Посмотрите, какие замечательные прыжки он исполняет, и какой прекрасный прокат выдал, и как, самое главное, круто начал отжигать еще в конце. Тройной аксель у него упадет еще и с повышением на 10% стоимости, потому что он был во второй части программы. Дорожку, может быть, по уровню откатал не прям гениально на 4-й уровень, но если бы давали уровень за эмоциональность и подачу, определенно у него был бы максимальный. Потому что когда понял, что справился с прокатом, справился с прыжками, начал отжигать на все 100%, и прям, и зрителей наших зарядил, которых не так много, и судьи порадовал. Очень хорошее впечатление оставляет Артем от своим прокатом. И, думаю, сейчас должен выбиваться в лидеры. Это, в принципе, происходит. За 90 выходит он в короткой программе. Все мы прекрасно понимаем, что это отличные баллы. 52 по технике, 38 в компонентах. Вот немножко добавить этой легкости, раскованности, и будет еще больше. Молодец, Артем, с отличным началом сезона тебя. Ну и закрывает эту разминку Никита Сарновский.
Ну что ж, неоднозначно получилось выступление Никиты, то есть хотелось бы похвалить его за прыжковую часть. Может быть, не без сучка, без задоринки, но в целом он справился со своим прыжковым контентом. Но, Никита, что это было в дорожке? Зачем нужно было срывать твизл в блоке? Такие как бы ошибки вообще не ожидаешь увидеть от фигуриста, который справляется с четверными прыжками, а потом на твизле спотыкается, и дальше было видно, что немножко паник, и дорожка уже была тяжелой, и вращения тоже, скажем честно, были уже такие натужные. Особенно переход между предпоследним элементом и последним прям уже был такой пустой, лишь бы доехать, лишь бы дожить, и как бы видно, что во вращениях там и уровни потеряны, где-то обороты не досчитал, где-то не такие четкие позиции. То есть круто, что научился справляться с прыжковым контентом. Опять же таки, аксель во второй половине у нас будет на повышение, но как бы хочется, чтобы к этим прыжкам теперь добавилась дорожка и вращение, и тогда будет вообще замечательно. Потому что очень хороший спортсмен, на хорошей скорости начал свою программу, и казалось, что так и должно продолжаться на протяжении всей программы, но, видимо, силы его немножко покинули. Но ничего страшного, всего 17 лет Никите, у него еще все впереди. И в этом сезоне он уже успел выступить на юниорских прокатах и на ралли Ирины Рабер, как раз таки по мастерам, и выиграл этот турнир. В короткой программе у него там была небольшая помарка на тройном акселе, а Сальков и Тулуп были исполнены хорошо четверные, и в целом мы видим, что для него значит прыжковый контент выкатать в короткой программе так, как минимум, это не какая-то большая проблема. То есть действительно стоит, наверное, сместить фокус внимания на тренировках, на вращении дорожки, потому что теряет этим много, а это не менее ценные элементы. Комбинирное вращение вообще серьезно по уровням он потерял. Позиции не досчитались. Ну, что сказать. Все так и есть, действительно. К такому прыжковому контенту осталось только добавить качественное, уверенное исполнение вращений, дорожек, чтобы не было никаких вопросов, чтобы не шатало на блоках, чтобы не шатало на шагах, чтобы он вот эту скорость, на которой он поехал на первый элемент, сохранял их дорожки и на ней справлялся и выкатывал шаги. Ну что ж, а у нас готовы баллы. Да, 85 баллов, и мы прекрасно понимаем, что добавив вот эти вот недостающие, потерянные на непрыжковых элементах, то результат, конечно, был бы совершенно иной, и совершенно другие баллы были бы. Пожелаем Никите справиться с этим. На разведку приглашаются Петр Дубовицкий, Московская академия фигурного катания на коньках, Максим Автушенко, Академия фигурного катания на коньках, Ангела Плюшенко, Кирилл Кораблев, Московская академия фигурного катания на коньках, Илья Павлянов, Академия фигурного катания Ангела Плюшенко, Андрей Мугоров, Сен-Поль. Ну что ж, у нас на льду уже следующая разминка. Активно выскочили ребята разминаться. Есть в этой разминке тоже на кого посмотреть. У нас на самом деле в каждой разминке очень много достойных спортсменов, на которых хочется обратить внимание и пройтись более детально. Видим мы, что у нас эту разминку открывает Петр Дубовицкий. На чемпионате Москвы 2023 года занял он 7-е место. И в целом в его арсенале, наверное, преимущественно используются тройные прыжки, но также у него есть тройной аксель, и вот этой вот как раз-таки стратегии чистоты он собирается и выигрывать. Наверное, лучший старт сезона у него был в прошлом году. Это всероссийские соревнования призы Кудрявцева. Набрал там 192 балла. Посмотрим, получится ли у него в этом сезоне дойти до этой оценки. Набирал он годом ранее больше, 208, но
Посмотрим, насколько у него получилось спрогрессировать за межсезонье. Максим Евтушенко у нас будет вторым в этой разминке. Выступал он в прошлом сезоне на таком турнире, как Кубок Содружества. Это международный старт. Петр Гуменник, между прочим, выиграл этот турнир. А Максим занял 3-е место. Мог бы, на самом деле, забраться и повыше, но, к сожалению, подвел 14 сальто в короткой программе. Потому что в произвольной программе все было здорово, и по произволкам как раз-таки был второй. Если бы не эта ошибка, то на таком серьезном международном турнире мог бы быть и вторым, но 3-е место тоже, на самом деле, здорово. Лучшие баллы прошлого сезона у него были на всероссийских соревнованиях в памяти Ромаровского. Это 242 балла. Баллы достаточно солидные. Посмотрим, получится ли у него дотянуться до этой оценки. В целом, как бы в мастерах, скажем честно, у него вот прошлый сезон, наверное, был полноценный первый. То есть до этого он как бы совмещал и юниорские выступления, и мастерские. Далее у нас будет выступать Кирилл Крополев. 9-е и 8-е место у него было на этапах Гран-при России. На чемпионате Москвы 2024 года занял он 9-е место, 186 баллов набрав, не очень успешно выступив, но в целом мы знаем, что он может набирать и много, и выступать хорошо. Куда успешнее он выступил на соревнованиях «Самарочка», там он набрал 222 балла. И, наверное, хочется, чтобы это была та отправная точка, от которой мы должны ориентироваться. Пробовал он себя на взрослом уровне еще в сезоне 2023-2024. И вполне, на самом деле, успешно на всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры» занял 3-е место. Далее у нас в разминке будет Илья Мавлянов. Первый сезон он в мастерах. Начал сезон с первенства Москвы среди юниоров. В короткой программе падение было на тройном акселе. В произвольной программе также, к сожалению, он не покорился, этот тройной аксель. Но по мастерам это не первый старт в этом сезоне у него будет. Также у него были соревнования памяти Сергея Гринкуба. В короткой программе занял он 4-е место, что в целом хорошо. Там поборол он тройной аксель. Пусть с небольшим недокрутом, но дальше все исполнил чисто. И будем надеяться, что и в этот раз у него все получится. Федерация фигурного катания на коньках города Москвы благодарит генерального партнера компанию АСИ. АСИ – это команда профессионалов, которая открывает путь новым спортивным победам. АСИ – ваш надежный партнер на пути к вершинам мастерства. До окончания разминки осталась 1 минута. Ну и закрывать разминку у нас будет фигурист, выступающий под 11-м стартовым номером, Андрей Мухортов. — 21 год этому спортсмену, и открывает он этот сезон здесь, на чемпионате Москвы. Был заявлен на Мемориал Рабер, но, к сожалению, снялся с этого турнира. На чемпионате Москвы в 2023 году становился 5-м, в 2024 7-м. Будем надеяться, что этот чемпионат Москвы принесет ему более высокие результаты. Но у нас закончена 6-минутная разминка, спортсмены покидают лед, и в отличие от прошлой разминки уже никто не пытается ничего допрыгать. Все понимают, что перед смертью не надышишься. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Петр Дубовицкий, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну и вторую разминку открывает Петр Дубовицкий. Смотрим.
«Ты моя мелодия» в исполнении Петра Дубовицкого. Ах, Ну, наверное, единственный элемент ультраси, который был использован Петром, тройной аксель, не удался, и в целом это задало тон всему прокату. Несмотря на то, что все остальные прыжковые элементы были сделаны, скажу честно, своими приземлениями дает он возможность судей посмотреть еще раз, усомниться в своих оценках, усомниться в том, сколько плюсов можно надбавок добавить за этот элемент. И в целом вот эта легкая небрежность и неопрятность, в том числе и в катании, если в первой части программы выглядела достаточно органично, то когда уже с нарастанием вокала не хватило скорости, надо было вот там уже добавлять и напор, и внутренний какой-то полет. Такая все-таки сложная музыкальная композиция, и ее нужно чувствовать и проживать, и пропускать через себя. А сейчас получился такой, знаете, немножко рабочий прокат, то есть было видно, что падение с акселя сбило, и вот все немножко дальше пошло не по плану. Есть возможность того, что обратят внимание на ребро на флипе, посмотрим, что будет по итогу. И, конечно, вот каскад 3-3 с таким неуверенным приземлением на месте тоже можно посмотреть на предмет недокрутов. Последнее вращение также было выполнено не очень уверенно, то есть мы видели, долго принимал позиции, немножко пошатывался, и не хватало скорости, прям не хватало скорости для того, чтобы более уверенно и более качественно исполнить элемент. Дорожка шагов была исполнена неплохо, но и как раз-таки вот то, о чем я говорю, не то чтобы вау, потому что музыка нарастала, а, к сожалению, в катании это особо не отразилось. Но, конечно, нужно просто время, нужно прикатать эту программу, нужно почувствовать себя с уверенным в своем контенте и просто улучшаться старта к старту. Есть над чем работать, работы много, но нет чего-то такого, чего нельзя исправить. То есть в целом все это в рамках пары турниров, где попробовать новую стратегию и улучшить свои программы. 59, Да, 59 баллов это, конечно, совсем немного, но и, как мы понимаем, без четверных, еще и с падением на тройном акселе, больше баллов поставить было сложно, и выше позицию занять тоже невозможно. Максим Автушенко, Академия фигурного катания Ангелы Плющенко. Ну а теперь на льду у нас Максим Автушенко. Надеемся, что у него получится реализовать весь свой контент. У него заявлен четверной Сальхов. Humanity, our fears
Ну что ж, вот такое выступление под Humanity от Scorpions. Уже второй раз мы слышим Scorpions сегодня. В прошлый раз это было в обработке. Сейчас у нас в оригинале. И мне кажется, когда ты берешь такой прям настоящий рок, ты должен быть уверен в том, что ты справишься с этой музыкой, и она тебя не задавит. Потому что в этом прокате случилось именно это. Во-первых, с четверного Салихова, как по мне, просто очень мягенько сел, какой-то особой борьбы не показал. Вот на тройном акселе как раз таки поборолся, да, опустил корпус, да, уронил, да, не на выход был выезд, но поборолся. Было видно, молодец, справился. Также борьбы мне было мало на каскаде, добавил всего лишь двойной прыжок вместо запланированного тройного. Можно как бы и посерьезнее было сделать прыжковую сторону. И, к сожалению, это могло бы компенсироваться хорошим и уверенным катанием, но сегодня вот такой прокат, он был достаточно проходящий. То есть вот проехал и забыл. Забыл, как страшный сон, и больше не возвращаюсь к нему, потому что вот, ну, и во вращении, вот мы здесь видим бедро вот достаточно низко, я бы поставила на пересмотр. И мне кажется, что и должен на уровне серьезно потерять во вращении в этом. И в целом во вращениях тоже большие проблемы. Мы видим, что у мужчин часто случается такая история, что прыгать получается, а с вращением беда, и, конечно, нужно уделять этому больше времени на тренировках. На дорожке шагов опорная нога работала очень уверенно, то есть была видна усталость, и контроля полного над шагами было мало. И, скорее всего, второй уровень дорожки у нас будет, не больше точно, потому что половина шагов просто не было исполнено качественно. И хотелось бы, конечно, чтобы эту музыку отражать, отрабатывать, и в хореографии это тоже отражалось. Конечно, 5-е место — это не тот результат на данный момент, на котором рассчитывал спортсмен, но ничего, двигаемся дальше. Завтра еще произвольно, можно все исправить. Кирилл Крапылев, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну а теперь еще один ученик Виктории Буцаевой, Кирилл Крапылев, выходит на лед. И ожидаем от него уверенного чистого проката.
Так, ну что, в целом можно сказать, что прокат весь боролся. И хочется его за это похвалить. Кирилл молодец. Было видно, что тяжело давались некоторые моменты, но он не отдавал, старался максимально все себе в копилочку, в свои баллы, нигде ничего. То есть немножко вот на каскаде 3-3 наклонил корпус, но поборолся за второй прыжок, и уже очень ровненько, без вопросов прыгнул тулуп, во второй половине все здорово. Тройной лутс в целом был выполнен хорошо. Тройной аксель сделано. Да, мне большой недокрут, но сделан, самое главное, выехал и молодец. Да, немножко неуверенные выезды, но это вопрос времени, наработать это. Для этого в целом мы все и тренируемся каждый день, чтобы нарабатывать и улучшаться. Наверное, из моментов таких забавных, очень жаль, что не попал он кулачком, когда бил по льду. Бум! Потому что прям заметно было, что смена части немножко пошла не туда. Но бывает, это тоже, на самом деле, большое спасибо за попытку какого-то креатива. Не всегда это легко дается спортсменам совместить с тяжелой физической частью, но попытались, покреативили, поискали что-то новое, и всегда это в пользу спортсменам, попробовать себя в новом образе, в таком нетипичном для фигурного катания музыкальном сопровождении. Не хватает при этом жесткости в хореографии, прям такая агрессивная, а хореография видно, что мягкая, но, видимо, для этого и была взята эта музыка, для того, чтобы научиться чувствовать себя на льду по-другому. Чувствуется все равно такая вот прям юниорская пока что неуверенность. Хочется, чтобы все было уверенней, и чтобы образ, и музыка, и программа, и элементы не вызывали никаких вопросов, в первую очередь, у самого спортсмена. Потому что иногда на выездах выглядит так, как будто он сам сомневается, точно ли все хорошо. В целом, по вращениям прошел он не так плохо. Были там вопросы по уровням на предпоследнем вращении. Первое вращение на 4-й уровень, все хорошо комбинированное, но там такая была не самая уверенная смена ноги в другую сторону. Но в целом это оправдывается тем, что в другую сторону сейчас сложно, понятное дело, и пока что просто не хватает опыта справляться и с прыжком контентом, и с вращениями. Молодец, что боролся. Молодец, что везде устоял. Ну, в целом, это неплохие баллы для такого проката, вполне себе хороший результат. Есть над чем работать, и ни в коем случае не расслабляться и двигаться вперед. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Илья Мавлянов, Академия фигурного катания Ангелы Полюшенко. Илья Мальянов у нас выступает предпоследней разминки. И будем надеяться, что у него получится все задуманное. Контент у него заявлен.
Ну что, это полностью успешный прокат, и если кому-то показалось, что не было сложных прыжков и так далее, напомню, еще в начале трансляции я говорила, что каждый на этом турнире решает для себя свои задачи, и здесь, мне кажется, как раз таки именно тот момент, когда нужен именно чистый прокат для подтверждения или получения разряда спортивного, что тоже очень важно, потому что без этого нашему спорту очень сложно заниматься без присвоения разрядов, поэтому здесь вот такой мы видим чистенький совершенно прокат, все вращения додержаны 4-го уровня, то есть было видно, что все сделано то, чтобы откатать чистенько, хорошо, правильно, дорожку шагов прям спортсмен старался, выкатывал, и арбитры это отметили хорошими уровнями. И в целом, ну, да, был запланирован тренер-акцию, но решили не рисковать, сделали дубль в начале. Все для того, как раз таки, чтобы просто прокат получился чистым, без каких-то ненужных минус 2 в GOE, минус 3 в распечатках, чтобы все было хорошо. Еще мне кажется, что очень подходит музыка. То есть прям действительно образ ему идет, музыкальное сопровождение он чувствует, но вот хотелось бы, чтобы до конца это все просмотрелось и прочиталось абсолютно всем, добавить немножко хореографии рук жестче, особенно дорожка шагов, опять же, когда идет музыкальная смена и начинается вот другая музыкальная часть, хочется это отображать. Я понимаю, что здесь ставят совершенно другие задачи, здесь акцент я видел просто на чистом прокате, но между тем об этом стоит подумать. Это поможет убрать больше весов от судей, более высокие оценки получить, когда уже можно лагать серьезно, потому что этот спортсмен владеет тренером Макси. Просто сегодня он нам его не показывает. Надеюсь, не получим никаких дополнительных снижений спортсменов, потому что было опоздание небольшое в музыку. С последнего вращения, вообще в целом последнее вращение уже видно было немножко подустал и спасал его, скажем так. Оно было сделано не супер уверенно, но напоминаю, что у каждого здесь свои цели. У нас на льду уже готовится следующий спортсмен. И как это было у нас и в танцах на льду. Бывали моменты, когда спортсменам приходилось ждать чуть дольше, чем обычно принято. Так и здесь. Ну, мне кажется, Денис Хадыкин полностью доволен работой своего спортсмена. И в целом есть чем быть довольным. Чистый прокат. Ну а сейчас мы пожелаем такого же чистого проката Андрею Мухартову, который закрывает эту разминку. Для исполнения короткой программы
because you're mine. You better stop the things that you do. Oh, cause I put a spell on you. Because you're mine. Oh, you better stop the things you do. 'Cause I'll tell you why. I Put a Spell on You, Андрей Мухортов, и очень яркое исполнение. Наверное, это то, что хочется отметить в первую очередь, какая-то изумительная подача, такая совершенно не похожая на других, настолько в образе был спортсмен на протяжении всей программы, какая-то такая вроде и сконцентрированная, но при этом невероятная харизма исходила из спортсмена, и, честно, даже в какой-то момент потерялась и перестала смотреть в ноги и на уровне, потому что вот умеет он забрать с собой зрителя и заставить наблюдать. Но, к сожалению, в ноги продолжили смотреть технические специалисты, и там нашли понижение в виде недокрутов на четверном салькове, но там действительно заковырялся, как будто бы высоты немножко не хватило, но поборолся, не стал отдавать прыжок, не упал, не сел, и недокрут нашли также на каскаде небольшой, на Ридбергере, но ничего, мне кажется, это все дело наживное, но дорожка третьего уровня стоит дорогого, и, конечно, неплохие вращения, ну и повторюсь, просто то, как он себя несет в этой программе, какую энергию он передает, как он это чувствует. Не знаю, как через экраны вам, зрители, но вживую он прям пытался прожечь своим взглядом абсолютно каждого, кто видел этот прокат. И посмотрите, это невероятное вращение в конце, шикарная растяжка. Люблю, когда спортсмены находят возможность показать свои способности. Если есть какая-то у тебя какой-то плюсик есть, вставить это в программу, показать, похвастаться этим всегда надо. Однозначно мы наслаждались этим прокатом. Ну, а теперь оценки.
Ну, я готова простить Марку любые ошибки за то, как он представляет себя, представляет свои программы, насколько он точно может передавать образ. И вообще этот выбор музыкальный, что в короткой программе, что в произвольной программе в этом сезоне, у Марка меня просто восхищает смелость взять эти образы и воплотить их так, как это сделан он. Это прям фантастика. Да, действительно, сегодня в прыжковой части все случилось не так радостно. Были недочеты, были нюансы. Вот мы видим касание на приземление из четверного луца. На каскаде зачем-то после тройного он сделал степ-аут, вывалился. Зачем, почему, непонятно. Но вот эта вот энергия, та подача, то, как он чувствует музыку, как несмотря ни на что он продолжает передавать. То есть мы видели сегодня множество неудачных прокатов, когда что-то не получалось, и спортсмен уже докатывал по инерции. Ну, надо докатать прокат. Марк ни одно движение не выпускает, он все доделает, он старается доделать вращение, старается доделывать дорожку, выкатывать вот этот степ-аут совершенно ненужный. И вообще стоит отметить, что это очень энергоемкая программа, она забирает очень много сил у спортсмена, очень быстрый темп, очень много движений, очень много подпрыжек, всяких находок, смены ритма, смены темпа. И, конечно, это куда сложнее, чем катать просто под медленную музыку, спокойно разгон-прыжок с разгон-прыжок. Здесь, знаете, совершенно другая физическая подготовка нужна, и видно было, что Марк, несмотря на все ошибки, выложился полностью. То есть, понятное дело, что мог бы и лучше, но между тем на пересмотр особо ничего-то и не ушло. Дорожка 3-го уровня, вращение в целом все неплохо, кроме последнего. Очень достойный прокат. Ну, единственное, что вот чуть-чуть там ошибочки есть, но мы на них не обращаем внимания. Зачем акцентироваться на плохом? Когда есть хорошее, тем более настолько хорошее. Ну, конечно же, лидирующую позицию занимает Марк. С таким катанием по-другому быть и не могло. Ну а сейчас к выходу на лед готовится Григорий Федоров. Получает он последнее наставление Светланы Соколовской. Знаем мы, что у Гриши есть иногда бывают моменты, где он нервничает и может с чем-то не справиться, поэтому мы пожелаем ему крепких нервов на этом прокате.
браво слышу я доносится с трибун, и неспроста прокат выдался действительно очень хорошим. Нравится мне в целом, как катается этот спортсмен, и его для себя я открыла с помощью Елизаветы Токтамишевой еще много лет назад. Она сказала: смотри, какой есть интересный мальчишка, обрати внимание. И вот слежу за ним, как он взрослеет, как он становится хорошим катальщиком, и действительно к хорошим прыжкам начинает добавляться широкое раскатистое скольжение. То есть дорожки шагов было видно, что несмотря на усталость, которая, разумеется, присутствовала, он выкатывал шаги. Он не просто делал сложные повороты под собой, лишь бы доделать. Он прям вкатывал шаг, выезжал из него. Видно было, что он контролирует, что происходит у него в ногах. Хорошо из-за этого работает корпус, что видно, что человек уверен в том, что он делает. И в целом во вращениях нет каких-то там серьезных сомнений. Тоже все выверено, все сделано. И мне кажется, что в целом у Грифа должно быть очень хорошее, серьезное будущее. Потому что у него в целом нет проблем больших ни в одной сфере. Он очень сбалансированный спортсмен. У него есть и хорошие прыжковые, и вращения, и дорожки, и презентация у него совершенно неформальная. И вот если честно, по мне сейчас он должен выбиваться в действующие лидеры, потому что, конечно, этот прокат был чище. При том, что не пошел он на свой самый сложный контент, на который способен. Бывает у него в короткой программе 14 тройной тулуп и 14 флип. Сейчас был исполнен только 14 флип и каскад из тройного луца и тройного тулупа. Но между тем это было исполнено чисто, с хорошими